После дыхания анулома-вилома очень важно сделать просто пару выдохов и вдохов через обе ноздри, для того, чтобы также успокоиться. Ну и, соответственно, если вы ощущаете такое состояние эйфории, вы как раз наполнились вот этим элементом акаши, воздухом, поэтому очень важно такое дыхание вводить постепенно, не нужно сразу делать его очень долго. Это ощущение, оно, конечно же, может многим понравиться, и человек будет стремиться к этому больше и больше, но это должно быть регулировано. Итак, вот именно интенсивность дыхания, она утром может быть чуть-чуть побольше, то есть вы можете дышать более интенсивно, а к вечеру, перед самым сном, для того, чтобы не получить от дыхания такой обратный эффект, именно возбуждение, вы можете делать это очень-очень медленно, ну, даже медленнее, чем я делаю сейчас, но со временем объем легких он будет больше, и вы, конечно же, сможете делать очень длительные вдохи, длительные выдохи. Для многих, когда вот мы именно 3 цикла подышали с вами, для многих возникает такое естественное ощущение задержки между вдохом и выдохом, между выдохом и вдохом. Это нормально. Причем в своей практике вы можете именно ощущать вот эти моменты между вдохом и выдохом, выдохом и вдохом, и делать действительно эти естественные задержки, ничего не считая. То есть одна из техник, когда вы просто ничего не считаете, вы как бы естественно наполняете легкие, естественно выдыхаете из них. И именно это имеет хороший такой медицинский эффект. Это действительно успокаивает, замедляет процессы, замедляет мысленную активность, когда человек при бессоннице не может заснуть, при, к примеру, нарушении менструального цикла, болевых ощущениях. Очень хорошо такая пранаяма. Не забывайте, что мы дышим животом, грудью, верхней частью груди, и мы помимо того, что совершаем массаж абдоминальных органов, мы также успокаиваем и регулируем циркуляцию между левым и правым полушарием. То есть мы влияем на вегетатику, на циркуляцию, на эндокринную систему, потому что чем глубже пранаяма, тем лучше и тем глубже она влияет на функции нашего мозга. Итак, во время пранаямы, еще раз, мы, закрывая глаза, когда мы научились технике, чтобы это было таком более автоматическим у нас, чтобы мы не задумывались, какой палец сейчас поставить, и мы не думаем о том, что должны происходить сбои, хотя, когда вы занимаетесь медитацией во время дыхания, вы об этом задумываетесь тоже. То есть любая медитация, она действительно расширяет возможности нашего мозга. Мы можем о некоторых вещах думать одновременно, сразу о некоторых вещах. Не о некоторых, а о нескольких вещах сразу. И именно во время медитации, которая направлена на наше дыхание, мы можем одновременно контролировать или осознавать, так более осознанно, медитация ведет именно к осознанности, несколько процессов сразу. Как переставляются наши пальцы, через какую ноздрю мы вдыхаем, мы можем концентрироваться на цвете, мы вдыхаем, к примеру, голубой цвет, наполняем наше тело, выдыхаем серый, негативный, к примеру, после работы и так далее. И тем самым мы действительно расширяем возможности нашего мозга, концентрации, медитации и так далее. Потому что один из эффектов именно медитации – это улучшит память, улучшит концентрацию, расширить возможности, конечно же, нашего организма. Вот. И это впоследствии ведет к такой более чувствительности. То есть это очень хорошо помогает людям, которым сложно сосредоточиться, беспокойны, люди, которые в депрессии находятся. Потому что депрессия – это когда вас именно накрывает тамас, если вы погружаетесь в состояние, у вас уменьшается джатарагни, уменьшается огонь пищеварения, уменьшается огонь восприятия. И здесь с помощью медитации мы это немножечко разгоняем. И, конечно же, с помощью пранаямы, анулома-вилома. Если у вас во время практики немножечко, что бывает у многих, подсыхает горло, я подпиваю воду, потому что и говорю, и дышу. Но если вы просто дышите и вы понимаете, что у вас сухость, это не страшно сделать 1 или 2 глотка. Наберите просто воды в рот и немножко подержите во рту, после этого проглотите.
То есть сухость это нормально для начала. Со временем выделение слюны будет хорошим, тем более, что если вы промываете нос, то в носу также не будет сухости. Ну и, конечно же, это состояние, которое вам будет нравиться, именно состояние спокойствия. Сразу могу предупредить, что для многих людей питы это состояние необычное. Многим, из моей, опять-таки, медицинской практики, многим кажется, что они заходят в какую-то стадию так называемого тормоза. Действительно тормозится работа нервной системы, но у них наступает такой тормоз, особенно если человек сделал вот расслабляющую такую пранаяму, она была совершенно спокойно с утра, то ему сложно собраться. И многим людям, вот вата это очень нравится, именно многим людям с повышенной питой это нравится состояние, потому что они отпускают состояние контроля. Для многих людей пита, особенно если человек управляет несколькими людьми, компанией, состояние контроля очень важно для того, чтобы осуществлять наблюдение за несколькими функциями сразу. Но дело в том, что через глубокую медитацию и именно через состояние, когда вы в медитативном состоянии осуществляете контроль за несколькими моментами сразу функциями вашего организма, через некоторое время вот это состояние контроля, которое вы делаете на физическом плане, управляя допустим, десятками людей, у вас еще сильнее, оно будет мощнее, но при этом не будет страдать ваша нервная система. То есть вы будете осуществлять контроль, не погружаясь в это, то есть не тратя на это очень много эмоциональной энергии. Это очень важно. Но немногие люди могут пройти через это состояние, то есть так как они не могут отпустить это ни на секунду. Конечно же, дойти до того состояния, когда вы находитесь как бы в спокойном внутреннем состоянии, но внешне вы полностью включены в процесс, это как бы сложно. Потому что действительно для некоторых это занимает долгое время, иногда недели, месяцы, иногда года. Контролировать нужно сейчас, поэтому люди просто не доходят до этого состояния. Для людей ваты однозначно эффект наступает очень быстро, даже еще на той стадии, когда вы просто учитесь дышать животом, грудью, верхней частью груди. Вата становится более спокойной, сон не бывает больше поверхностным, в основном он становится более глубоким, потому что тело наполняется праной. Даже если вы не задумываетесь о том, что вы наполняете энергией, выдыхаете отрицательную энергию, но вы успокаиваетесь, становитесь более концентрированы, вы начинаете учиться доводить какие-то дела до конца, ну и как бы такую брать ответственность за дела, потому что внутри гармонии и покоя. Очень важно это для одиноких женщин, для одиноких мужчин, потому что вы начинаете получать какую-то частицу такого удовлетворения, спокойствия, гармонии. Вот, выстраивая ее внутри, соответственно, она проектируется на внешне, к вам будет привлекаться другие люди, с которыми вы, может быть, в дальнейшем составите какую-то хорошую пару.